Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, что делать, если вас вызывают в качестве свидетеля. На допрос могут вызвать любого гражданина, если у следствия есть основания полагать, что вам известны какие-либо обстоятельства в рамках производства по делу. Вызывают повесткой или иными средствами связи с обязательным указанием, кого вызывают, в каком качестве, кому и по какому адресу необходимо явиться, а также последствия неявки без уважительной причины. Если звонящий вам по телефону ничего внятного про ваш статус не говорит, то, скорее всего, вас приглашают не на допрос, а на оперативный опрос или беседу. Это приглашение можно проигнорировать. А вот по повестке в избежание привода лучше явиться. В случае неявки по вызову без уважительных причин свидетель может быть по постановлению органа дознания, следователя, прокурора, гособвинителя или судьи подвергнут приводу. Привод производится органами внутренних дел. Но если оперативные сотрудники вас не находят, составляется рапорт о том, что лицо, подвергнутое приводу, по данному адресу не обнаружено. Если вас вызвали свидетелем, то на допрос вы можете прийти с адвокатом, с которым заключен договор. Бесплатного адвокату свидетелю не предоставляют. На допросе следователь выясняет ваши данные, а затем сообщает, по какому делу вы будете допрошены. Вам разъяснят права и обязанности и предупредят об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Отвечайте только в рамках дела, по которому вас допрашивают. В качестве свидетеля вы не можете отказаться от дачи показаний, если только дело не касается ваших родных. Тогда можно воспользоваться статьей 27 Конституции и не свидетельствовать против членов своей семьи и близких родственников. После этого вам предложат рассказать об известных обстоятельствах дела. По окончании рассказа, который ведется в свободной форме, следователь может задавать вопросы, чтобы уточнить и дополнить показания. Вы вправе на допросе пользоваться документами и записями. Отвечая на вопросы, ведите записи, чтобы потом было проще сверить с протоколом. Можно отказаться на вопросы, которые не относятся к данному делу, по которому вас допрашивают. Не спешите отвечать, обдумывайте ответы. Затем внимательно ознакомьтесь с протоколом. При необходимости внесите замечания. Подписывайте протокол, ведь даже без вашей подписи он будет иметь юридическую силу. Если вы с чем-то не согласны в протоколе, то внесите исправление, изложите доводы в конце этого документа. Подписывать нужно каждую страницу протокола. Проследите за тем, чтобы страницы были пронумерованы. Еще один момент. Вы находитесь за границей, и вашим родственникам принесли повестку, что вас вызывали в качестве свидетеля. По возвращении в страну, по всей вероятности, вас не задержат, так как свидетеля не объявляют в розыск. Но так как в Беларуси иногда не до законов, вы, свидетели, к сожалению, можете стать подозреваемым. Увы, нарушение всех базовых прав граждан, попрание законов и Конституции становится нормой с нашего с вами молчаливого согласия. Ну и сейчас главное не сдаваться и бороться за свои права, даже в нынешних условиях. Сотрудникам внутренних органов хочу напомнить пожелание экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, чтобы вам никогда не приходилось избивать тех, кто желает быть человеком в собственной стране, отдавать честь тому, кто ее не имеет, фальсифицировать дела и материалы в отношении тех, кем должны гордиться. Помните, президенты приходят и уходят, а иных уводят, а Беларусь остается.